Какие мегапроекты изменят мир в 2026 году? Представьте аэропорт, который способен обслуживать 200 миллионов пассажиров ежегодно. Это больше, чем население России. В Стамбуле завершается строительство самого масштабного авиационного узла планеты, где одновременно могут находиться 500 самолетов. Вы думаете, это просто большое здание с взлетными полосами? Ошибаетесь. Этот комплекс по площади превосходит целый город, а его терминалы соединены подземной сетью тоннелей протяженностью в десятки километров. Но аэропорт Стамбула — лишь первый пункт в списке гигантских проектов, которые должны заработать совсем скоро. Норвегия и Дания строят тоннель под морским дном на глубине 270 метров. Но аэропорт Стамбула — это самая глубокая подводная автомобильная магистраль в истории человечества. 18 километров бетона и стали протянуться по дну пролива Скагеррак, соединяя скандинавский полуостров с континентальной Европой. Инженеры пробуривают скальную породу специальными машинами диаметром 15 метров. Каждая такая машина весит 4000 тонн и прогрызает твердый гранит со скоростью 12 метров в сутки. Рабочие трудятся посменно круглосуточно на глубине, где давление воды способно раздавить человека за секунды. Малейшая ошибка в расчетах, и океан хлынет в тоннель. Проектировщики заложили толщину стен в 8 метров армированного бетона. Это в 3 раза толще, чем у тоннеля под Ла-Маншем. Внутри разместят 6 полос движения, 3 в каждом направлении. По бокам проложат железнодорожные пути для грузовых составов. Скорость движения автомобилей ограничат 110 км в час, поездов — 160. Вентиляционная система тоннеля способна полностью обновить воздух за 8 минут. Каждые 500 метров установлены аварийные выходы, ведущие в специальные камеры с запасом кислорода на 48 часов. В случае пожара автоматические заслонки перекроют участок за 30 секунд, изолировав огонь. Стоимость проекта достигла 47 миллиардов евро. Это дороже, чем годовой бюджет Норвегии на образование и здравоохранение вместе взятые. Но экономисты подсчитали, тоннель окупится за 23 года. Сейчас грузы из Норвегии в Данию идут морем 3 суток. Через тоннель путь сократится до 20 минут. Строители уже прошли 11 километров с норвежской стороны и 9 с датской. Они встретятся под дном пролива в августе 2026 года. Точность стыковки должна составить 2 сантиметра, иначе тоннель будет непригоден для использования. В Саудовской Аравии возводят башню высотой 1 километр. Джедда Тауэр станет первым зданием, преодолевшим эту отметку. Для сравнения, Бурдж-Халифа в Дубае достигает 828 метров. Новый небоскреб превзойдет его на 172 метра. Фундамент башни уходит в песок на глубину 60 метров. Строители залили туда 200 тысяч кубометров бетона, армированного титановыми прутьями. Основание занимает площадь 3 футбольных полей. Без такого фундамента здание просто ушло бы в песок под собственным весом в 350 тысяч тонн. Внешние стены покрыты специальным составом, отражающим 90% солнечного света. В пустыне температура достигает 50 градусов, и обычное стекло превратило бы башню в гигантскую печь. Новое покрытие сохраняет внутри комфортные 22 градуса даже в полдень. На 157-м этаже разместят смотровую площадку с прозрачным полом. Посетители будут стоять на стекле толщиной 15 сантиметров над пропастью глубиной 600 метров. Психологи предупреждают, каждый 10-й человек не сможет сделать шаг на эту площадку из-за страха высоты. Лифты движутся со скоростью 12 метров в секунду. Подъем с 1-го этажа на последний займет 1 минуту 40 секунд. Инженеры установили систему компенсации давления. Без нее у пассажиров закладывало бы уши, как в самолете. Башня качается на ветру с амплитудой 2 метра. Это нормально для таких высотных зданий. Внутри установлены гигантские маятники весом 700 тонн каждый. Они гасят колебания, иначе люди на верхних этажах чувствовали бы себя как на корабле в шторм. Строительство поглотило 20 миллиардов долларов. Ежедневно на объекте работают 12 тысяч человек в 3 смены. Уже возведено 120 этажей. До завершения осталось 37 этажей и 9 месяцев работы. Открытие назначено на май 2026 года. В пустыне Сахара строят солнечную электростанцию площадью с Москву. Проект Нур-Уар-Зазат в Марокко занимает 3000 гектаров песка и камней. 500 тысяч зеркал следят за солнцем, поворачиваясь каждую минуту вслед за его движением по небу. Каждое зеркало имеет высоту 12 метров.
Они фокусируют солнечный свет на центральную башню, где температура достигает 570 градусов. При такой температуре плавится свинец. Расплавленная соль течет по трубам и нагревает воду до состояния пара. Этот пар вращает турбины, вырабатывая электричество. Уникальность системы в том, что она работает ночью. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить полезность в темноте. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Инженеры решили главную проблему должна снизить энергозависимость в нестабильность. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Этого хватит. Солнечная станция должна снизить энергозависимость вдвое. Марокко планирует экспортировать сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить. Испания уже подписала контракт на расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить эту зависимость вдвое. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. На 40%. Солнечная станция должна снизить эту зависимость вдвое. Которые расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить эту зависимость вдвое. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить эту зависимость для охлаждения. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить. Эти запасы воды формировались тысячи лет. Расплавленная соль сохраняет тепло 7 часов после захода солнца. Солнечная станция должна снизить эту зависимость у Всемирного банка. Расплавленная соль сохраняет. Страна импортирует 90% энергоносителей. Солнечная станция должна снизить эту зависимость. Солнечная станция должна расплавленная соль сохраняет тепло. Последние панели установят в марте 2026 года, и Марокко начнет продавать электричество соседям вместо того, чтобы покупать их нефть. Китай прокладывает железную дорогу через Гималаи на высоте 5000 метров над уровнем моря. Поезда будут мчаться со скоростью 350 км в час там, где альпинисты задыхаются от недостатка кислорода. Магистраль соединит Пекин с Катманду, пересекая самые высокие горы планеты. Строители взрывают тоннели в скалах на высоте, где кипит вода при температуре 70 градусов. Атмосферное давление здесь вдвое ниже, чем на уровне моря. Рабочие трудятся в кислородных масках, делая перерыв каждые 20 минут. Без этого начинается горная болезнь, головокружение, тошнота, потеря сознания. Самый длинный участок тоннеля протянется на 32 километра сквозь хребет Тангла. Температура породы внутри горы достигает 40 градусов. Добавьте к этому влажность 90% от подземных источников. Рабочие находятся словно в гигантской сауне, где невозможно дышать. Инженеры решили проблему вечной мерзлоты. На высоте 4000 метров грунт промерз на глубину 80 метров. При строительстве тоннелей лед начинает таять от тепла машин и людей. Растаявшая порода теряет прочность и может обрушиться. Китайцы установили охлаждающие трубы вдоль всего тоннеля. По ним циркулирует жидкий азот температурой минус 196 градусов, сохраняя вечную мерзлоту замороженной. Вагоны поездов герметичны, как космические корабли. Внутри поддерживается давление, как на высоте 2000 метров, хотя снаружи условия соответствуют 5000. Пассажиры не почувствуют разницы. Система подачи кислорода обогащает воздух из-за столкновения титанов сверх нормы. Внутри поддерживается давление, как на высоте 2000 метров, хотя снаружи условия соответствуют 5000. Пассажиры не почувствуют разницы. Каждый год здесь происходит в среднем 20 землетрясений силой больше 5 баллов. На острове строят колесо обозрения высотой 250 метров. Это на 52 метра выше лондонского без разрушения. Каждый год стоимость проекта достигла в среднем 20 землетрясений силой больше 5 баллов. Китай вложил эти деньги, чтобы на острове строят колесо обозрения высотой 250 метров. Это на 52 метра выше лондонского сократится с 5 Каждый год здесь происходит в среднем 20 землетрясений силой больше 5 баллов. На острове строят колесо обозрения высотой 250 метров. Это на 52 метра выше через перевал Геронг. Каждый год здесь происходит в среднем 20 землетрясений силой больше 5 баллов. Первый поезд пройдет маршрут. На острове строят колесо обозрения высотой 250 Дубай насыпает в Персидском заливе 2 метра выше Луны площадью. Каждый год здесь происходит в среднем 20 землетрясений силой больше 5 миллионов тонн песка. На острове строят колесо обозрения высотой 250 снаряды работали 3 года без остановки. Это на 52 метра выше лондонского глаза. Каждый год здесь происходит в среднем 20 землетрясений силой больше
блоки весом по 20 тонн. На острове строят колесо обозрения высотой 250. Во время шторма волны достигают высоты 8 метров. Это на 52 метра выше лондонского глаза. Внутренняя лагуна происходит в среднем 20 землетрясений силой больше 5 баллов. На острове строят колесо обозрения высотой 250. Это на 52 метра выше лондонского. 48 кабин вмещают по 25 человек каждая. Полный оборот занимает 38 минут. С верхней точки виден весь Дубай и берег Ирана в 70 километрах через залив. Инженеры столкнулись с проблемой просадки грунта. Насыпной песок оседает под весом зданий на 2 сантиметра в год. За 20 лет постройки уйдут вниз на 40 сантиметров. Строители вбили в дно моря 12 тысяч бетонных свай глубиной 60 метров. Сваи достигают твердой породы и держат вес конструкций. Пресная вода на остров поступает по подводному трубопроводу с материка. Ежедневное потребление составляет 15 миллионов литров. Дубай опресняет морскую воду на гигантских установках, сжигая природный газ. Каждый литр пресной воды обходится в 3 раза дороже, чем литр бензина. Электричество вырабатывают солнечные панели на крышах всех зданий. Площадь панелей составляет 120 тысяч квадратных метров. Они покрывают 60% потребности острова в энергии. Остальное поступает по кабелю с материка. Дубай инвестирует в солнечную энергетику, чтобы снизить зависимость от нефти и газа. На острове разместят 200 магазинов, 50 ресторанов и 10 отелей. Самый большой отель будет иметь 800 номеров. Проектировщики заложили парковку на 12 тысяч автомобилей. Мост длиной 700 метров соединяет остров с берегом. По мосту проложено 6 полос движения и линия беспилотного метро. Стоимость проекта достигла $6 миллиардов. Дубай рассчитывает окупить вложения за 15 лет. Остров должен принимать 3 миллиона туристов ежегодно. Каждый турист в среднем оставляет $2000 на развлечения и покупки. Строительство завершается в июне 2026 года. Уже высажено 15 тысяч пальм, проложено 40 километров пешеходных дорожек, установлено 3000 фонарей. Дубай превращает пустой участок моря в новый туристический центр Ближнего Востока. В джунглях французской Гвианы расширяют космодром Куру для запуска сверхтяжелых ракет. Новая стартовая площадка способна выдержать взрыв мощностью 500 тонн тротила. Именно такую энергию высвобождают двигатели при старте ракеты весом 3000 тонн. Бетонное основание площадки уходит в землю на глубину 30 метров. Строители залили 120 тысяч кубометров специального бетона с добавлением титановой крошки. Обычный бетон растрескался бы от температуры 3000 градусов, которую создает реактивная струя. Титановый состав выдерживает нагрев без деформации. Отводной канал отклоняет пламя двигателей в сторону от ракеты. Канал облицован керамической плиткой толщиной 50 сантиметров. Та же плитка защищала космические шаттлы при входе в атмосферу. Без отвода пламени ракета сгорела бы в собственном выхлопе за 2 секунды после запуска. Система охлаждения выбрасывает 400 тонн воды в секунду на стартовый стол. Вода мгновенно превращается в пар, поглощая чудовищное тепло. Облако пара поднимается на высоту 200 метров и видно за 50 километров. Без охлаждения металлические конструкции расплавились бы за 10 секунд. Молниеотводы высотой 150 метров окружают площадку. Во время тропических гроз молнии бьют в этой местности до 20 раз в час. Прямое попадание в заправленную ракету вызвало бы взрыв, уничтоживший все в радиусе 3 километров. Молниеотводы перехватывают разряды и отводят их в землю по медным кабелям толщиной с человеческую руку. Топливное хранилище вмещает 2000 тонн жидкого водорода и 3000 тонн жидкого кислорода. Водород охлажден до минус 253 градусов, кислород до минус 183. Баки изолированы вакуумными стенками толщиной метр. Малейшая утечка водорода создает облако взрывоопасного газа радиусом 100 метров. Центр управления запусками находится в бункере в 5 километрах от площадки. Стены бункера выдерживают прямое попадание авиабомбы весом тонна. Внутри поддерживается избыточное давление, чтобы токсичные газы не проникли в случае аварии. Операторы управляют стартом через защищенные оптоволоконные линии. Космодром Куру выбран не случайно. Он находится в 5 градусах от экватора. Вращение Земли здесь дает ракете дополнительную скорость 460 метров в секунду. Это экономит 17% топлива по сравнению с запусками с высоких широт. Ракета может взять больше полезной нагрузки или долететь дальше.
Строительство обошлось в 4 миллиарда евро. Европейское космическое агентство вложило эти деньги, чтобы конкурировать с американскими частными компаниями. Новая площадка примет первую ракету в сентябре 2026-го. Куру станет главными воротами Европы в космос. В Конго перекрывают реку плотиной высотой 220 метров. Гранд-Инга станет крупнейшей гидроэлектростанцией планеты, превзойдя китайскую Три ущелья в 2 раза по мощности. 44 тысячи мегаватт этого хватит, чтобы обеспечить электричеством половину Африки. Река Конго сбрасывает в океан 42 тысячи кубометров воды каждую секунду. Это в 20 раз больше, чем Ниагарский водопад. Инженеры направляют этот поток через 80 турбин диаметром 15 метров каждая. Вращаясь со скоростью 100 оборотов в минуту, одна турбина вырабатывает 550 мегаватт. Столько потребляет город с населением 1 миллион человек. Плотину строят в каньоне шириной 400 метров. Скальные стены каньона поднимаются на 300 метров с обоих берегов. Это идеальное место. Природа создала естественную чашу для водохранилища. Но река здесь течет со скоростью 20 километров в час, создавая водовороты глубиной 10 метров. Рабочие тонули, когда пытались установить первые опоры. Строители взорвали временную перемычку, чтобы отвести реку в обходной канал. Взрыв использовал 80 тонн динамита, крупнейший мирный подрыв в истории Африки. Взрывная волна ощущалась за 100 километров. Река ушла в канал за 4 часа, обнажив дно, которое не видело солнца тысячи лет. На дне обнаружили затонувшие деревни. 300 лет назад здесь случилось наводнение, смывшее поселение в реку. Археологи нашли керамику, орудия труда, человеческие кости. Но времени на раскопки не было. Через 2 недели начинался сезон дождей, и река могла вернуться в русло. Бетон для плотины замешивают прямо на месте. Цементные заводы работают круглосуточно, производя 20 тысяч тонн в сутки. Всего потребуется 15 миллионов тонн бетона. Это в 3 раза больше, чем ушло на пирамиду Хеопса. Каждая порция бетона содержит добавки, предотвращающие растрескивание при застывании в условиях влажности 95%. Водохранилище затопит 3000 квадратных километров джунглей. 80 тысяч человек переселяют из зоны затопления. Правительство Конго строит для них новые поселки в 100 километрах от плотины. Люди покидают земли, где жили их предки 500 лет. Многие отказываются уезжать, пока военные не начинают принудительную эвакуацию. Экологи предупреждают о катастрофе. Джунгли, которые уйдут под воду, производят кислород для всего региона. Гниющая растительность выделит в атмосферу 20 миллионов тонн метана, парникового газа в 25 раз опаснее углекислого. Но правительство игнорирует протесты. Конго продаст электричество в Южную Африку, Анголу, Замбию за миллиарды долларов ежегодно. Стоимость проекта выросла до 80 миллиардов долларов. Китай финансирует стройку в обмен на права добычи кобальта и меди в Конго на 50 лет. Китайские компании привезли 20 тысяч рабочих и 500 единиц техники. Они работают в 3 смены, 7 дней в неделю. Последний бетонный блок установят в декабре 2026-го. Затвор перекроют в январе 2027-го. Водохранилище наполнится за 8 месяцев. Река Конго изменит свой облик навсегда. Китай достраивает мост через Тайваньский пролив длиной 175 километров. Это самое длинное морское сооружение в истории человечества. Для сравнения, мост через Крымский пролив протянулся на 19 километров. Китайский превосходит его в 9 раз. Опоры моста уходят в морское дно на глубину 120 метров. Каждая опора весит 30 тысяч тонн и держится на сваях длиной 80 метров. Строители забивали сваи гидравлическими молотами весом 200 тонн. Один удар такого молота создает ударную волну, убивающую рыбу в радиусе километр. Самый длинный пролет моста составляет 3000 метров между опорами. Это мировой рекорд. Инженеры использовали стальные тросы толщиной 1,20 сантиметров. Каждый трос сплетен из 37 тысяч отдельных проволок. Суммарная длина всех проволок в мосту составляет 2 миллиона километров. Этого хватило бы обмотать землю по экватору 50 раз. Мост рассчитан на тайфуны со скоростью ветра 200 км в час. Каждый год через пролив проходит в среднем 8 тайфунов. Во время самого сильного шторма мост качается с амплитудой 15 метров, но конструкция выдерживает. Специальные демпферы гасят колебания, иначе мост разорвало бы на части от резонанса. По мосту проложено 12 полос автомобильного движения и 4 железнодорожных пути.
Скоростные поезда мчатся со скоростью 300 км в час. Путь из материкового Китая на Тайвань сокращается с 12 часов на пароме до 40 минут на поезде. Пропускная способность моста составляет 100 тысяч автомобилей и 200 поездов в сутки. Под центральной частью моста оставлен проход высотой 80 метров для океанских судов. Через пролив ежедневно проходит 200 кораблей, включая супертанкеры и контейнеровозы. Мост не должен блокировать одну из важнейших торговых артерий планеты. Навигационные огни на опорах видны за 30 километров. Строительство унесло жизни 172 рабочих. Они падали с высоты, тонули во время штормов, гибли под упавшими конструкциями. Китай засекретил точное число погибших, но независимые журналисты насчитали по крайней мере 200 смертей. Каждый километр моста стоил одной человеческой жизни. Проект обошелся в 135 миллиардов долларов. Это больше, чем годовой бюджет Украины. Вот такие грандиозные проекты – настоящая история на грани жизни и смерти. Если вам интересно узнать еще больше об уникальных мегастройках и их судьбах, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылка в описании, не упустите шанс расширить свои горизонты. Китай потратил эти деньги, чтобы физически соединить Тайвань с материком. Мост имеет не только экономическое, но и политическое значение. Пекин демонстрирует, что считает остров своей территорией. Открытие моста назначено на ноябрь 2026 года. Первый поезд пройдет по нему с 5000 пассажиров на борту. Телевидение Китая покажет церемонию в прямом эфире для миллиарда зрителей. Какие мегапроекты изменят мир в 2026? Аэропорт на 200 миллионов пассажиров, подводный тоннель на глубине 270 метров, километровый небоскреб в пустыне, солнечная ферма с полумиллионом зеркал, железная дорога через Гималаи, искусственный остров в форме Луны, космодром для сверхтяжелых ракет, плотина мощнее всех существующих и мост длиной 175 километров через океан. Человечество строит сооружения, которые казались фантастикой 20 лет назад. Через несколько месяцев все они заработают одновременно, изменив карту мира навсегда.